Всем привет, с вами Ксео, это последний блог с MLG Columbus. Как вы знаете, вчера наша команда, к сожалению, не смогла выйти в финал турнира и проиграла в полуфинале команде DK со счетом 1-2. Не буду особо подробно останавливаться на играх, вы сможете их посмотреть у нас на сайте, они уже добавлены в специальный новость, в котором собраны все вводы с прошедшего турнира. Наверное, стоит только отметить вторую игру, в которой Сашка Хвост показал китайцам, что такое большие-большие стальные украинские шары. И, что немаловажно, не потерял рапиру, о чем после этого поблагодарила мама Данила Ишутина, которая написала смс-ку о том, что она рада, что Саша Хвост не потерял рапиры. К сожалению, в третьей игре рапиру собрал уже Берлинг, который явно был злой на то, что в прошлой игре им не удалось выиграть. Рапира там особо, конечно, уже ничего не решала, но тем не менее это было забавно. Примерно под такую же диктовку «Давай рапиру, тащи игру» проходили гранд-финалы MLG Columbus, в которых команда DK проиграла с счетом 1-2 молодежной, наверное, сборной такой вот солянки под названием Rattlesnake. Не буду опять же рассказывать о самих играх подробно, вы их можете увидеть на сайте или же там в вводах Филата, который комментировал. Комментировал он, не скажу, что с особым интересом, особенно первую игру, которая длилась, там, по-моему, около 80 минут, там был жесткий экшен, там просто, наверное, минут 10 последних шли мега-крипы, которые все равно каким-то чудом команда Speed Gaming останавливала, и когда Синг купил опять же ту же самую рапиру, Кунка, у которого было там два Дайдалуса, он там творил нечто невероятное, казалось бы, что они даже могут затащить эту игру каким-то чудом, но так не думал Синг, прошу прощения, Ice, который на Clockwork сначала ворвался, забрал рапиру, потом его убили, он выкупился, еще раз забрал рапиру, там просто невероятная куча смеха, фана и веселья, поэтому если у вас есть терпение или там даже нет терпения, можете посмотреть первую игру, промотать до конца, там есть на что посмотреть. Хайлайты, я надеюсь, что уже к этому моменту появятся у нас на канале, на YouTube-канале, где вы смотрите это видео. Вот таким был MLG Columbus в плане результатов, и, наверное, результаты для нас не очень хорошие. Почему не очень хорошая? Ну да потому что это третье место и своеобразный рекорд, бронзовая медаль в Нави, которую мы давно не получали, или же там получали последний раз еще при первой доте на турнире OSPL Cup в Казахстане. Юбилей, да, юбилей, наверное, но надеюсь, что на турнире DreamHack, который мы вылетаем уже завтра, мы сможем улучшить результат. Тем более, что на самом DreamHack там будет очень интересная система проведения. За последние несколько лет это, наверное, новшество, потому что как на DreamHack будет Double Elimination. То есть лузера. При этом в лузерах все матчи в винрах, в первом туре и в лузерах играются по системе Best of 3, но финал лузеров играется Best of 5 до 5 игр, ну, до 3 побед. И в гранд-финале тоже играется Best of 5, причем победитель, команда, которая вышла из верхней сетки, она не получает преимущество в 1 очко. Следовательно, это все проходит за 3 дня. Следовательно, у наших ребят, даже там, если что-то пойдет не так в первом туре виноров, есть возможность как-то нагнать упущенное, по ходу дела адаптироваться, тренироваться, ну, как делают Нави, по сути, последние несколько турниров после Интернешнала, да и на прошлом Интернешнале тоже. И надеюсь, все будет хорошо. Также будет небольшое время для того, чтобы подумать, проанализировать текущую ситуацию в доте, может быть, прийти к каким-то новым идеям, их же попробовать по ходу турнира. О чем сегодня, допустим, рассказывал Дэнди, мы немножко пообщались. Он сказал, я его не спрашивал, как изменилась дота после нового патча. Естественно, изменилась очень сильно и изменилась в нескольких вещах. Первое, что да, теперь стало появляться больше золота, оно стало появляться быстрее, и в принципе это играет значительную роль. Во вторую, то, что очень-очень многие герои поменялись, следовательно, теперь стало возможным больше каких-то стратегий, больше различных комбинаций. Это, наверное, делает доту интереснее, более интересной, и, возможно, надеюсь очень сильно то, что там другие команды, или также мы, сможем показать что-нибудь новое, интересное на грядущем DreamHack. Теперь
что не касается конкретной игры. Вчера, после завершения матча, было, как обычно, автопати небольшое для всех игроков, прессы, даже обычных фанов. А, Было забавно, прикольно, такие вещи, они на самом деле очень интересные и очень приятные. Приятные почему? Потому как, во-первых, все игроки, все комьюнити, оно очень дружное в доте, все с друг другом общаются, все друг друга поддерживают, как-то очень тепло, в неформальной обстановке это все происходит. Такие турниры, они очень знаковые, потому как они собирают игроков и команды со всего мира. Здесь, допустим, были и китайцы, и азиаты же, Сингмуши, которые из Сингапура и Куала-Лумпура, соответственно. Американские команды, европейские, это и такие личности, как, допустим, Киборг Мэтт, всем известный, который прилетел сюда из Манчестера, Лондона. Это Вилат, наш комментатор. Это другие люди, которые помогают делать эти турниры, развивать сцену. И на самом деле вот такая вот общение неформальное, оно очень сплочает, очень приятно наблюдать со стороны, как игроки общаются без каких-то обид, там, чего-то еще, в агрессии и так далее. Еще то, что подтверждает дружелюбность, такой факт был, когда уже когда все разошлись из лобби, так как здесь бар закрывается очень рано, здесь еще работает там в лобби до 12, остался Ice Ice Ice, Муши, Дэнди, ну еще некоторые люди. И Дэнди подошел к Муши, попросил его автограф, на что Муш ответил: да, хорошо, но ты дашь мне свой автограф тоже. Ушел и вернулся обратно в лобби с ковриком. На коврике Дэнди написал, сделал автограф для Муши, а Муши в свою очередь написал на небольшой фотокарточке Муши for Dandy, best player in the world. То есть, как бы такое уважение, наверное, дань респекта друг другу от лучших мидеров планеты. И вы знаете, это очень здорово, очень прикольно. Фотографии я выложу у нас на сайте, а также, скорее всего, в группах. Ну, они уже есть в Твиттере. Поэтому можете подписываться на мой Твиттер. Это Xiazor21. Фолловьте, я там пишу много интересных вещей в турнире. Во время турнира также, кстати, его часто обновляю, поэтому там есть на что посмотреть, почитать. Что еще следует сказать? Да, важная тема, как игроки отреагировали на проигрыш. Отреагировали достаточно хорошо, то есть никто ни с кем не ссорился, все сделали выводы, как бы, что произошло, почему произошло, как что делать, и, наверное, мне бы хотелось верить в то, что такое поражение немножко даже сплотило команду. Опять же, это все домыслы, а сами все выводы мы увидим на следующем турнире, который будет DreamHack. В принципе, на этом, наверное, все. Сегодня у нас был выходной день, так как завтра мы летим в Швецию. У нас рейс Коламбус-Детройт, Детройт-Амстердам, Амстердам-Гетеборг. И из Гетеборга мы на автобусе или на поезде, или на такси, не знаю, если честно, мы едем уже в сам Йеншопинг, там, где место проведения самого турнира. Поэтому у нас будет такой очень еще один суточный ран обратно на восток. Но, тем не менее, так как турнир начинается 28 числа ноября, у нас будет время отдохнуть, выспаться и вернуться в нашу тайм-зону европейскую. Поэтому сегодня мы отдыхаем. Сегодня мы с Дэнди ездили в небольшой городок, коттеджный там поселочек, как вот под Киевом недавно построили, может быть в Москве есть 100%, там где шоппинг вилледж, там где разные магазины, кафешки. Мы там позавтракали с друзьями Данила, Дэнди, и не так давно вернулись в отель. Вечером у нас есть свободное время, поэтому я не знаю пока, что мы будем делать, скорее всего все будут отдыхать перед завтрашней дорогой. Но зато у меня будет возможность залить это видео на YouTube, и оно появится раньше, чем последнее видео. К счастью, еще один плюс того, что мы едем на DreamHack, это наконец-то нормальный интернет. Видео будет появляться быстрее, и, надеюсь, их будет больше. В заключение, наверное, отвечу на ваши вопросы, кто такой Ксео, чем я занимаюсь. Меня зовут Андрей, я работаю в Нави тоже последние 3 года. Я занимаюсь маркетингом, пиаром, социальными сетями и комьюнити-менеджментом. Также в мои обязанности входит развитие YouTube-канала NATO Swinster TV. Сейчас этот канал посвящен только доте.
Если вы хотите посмотреть, следить за нашими CS-составами или World of Tanks, то вы можете подписываться на наши каналы Navi CS и Navi WOT, соответственно. Здесь же теперь будет только Dota и очень-очень много разных доты. За развитие этого канала отвечаю я отвечаю также за его контент, и во время репортажей, во время турниров по доте я время от времени езжу с командой, также записываю такие блоги, делаю репортажи, пытаюсь снимать интервью, хотя это, наверное, не самый мой большой талант к интервью, но тем не менее я стараюсь и буду пытаться делать это чаще, и надеюсь, что лучше. Вот. Поэтому, наверное, вот все, что вам нужно знать обо мне. Если же у вас есть какие-то личные вопросы, опять же, можете писать комментарии, я постараюсь на них ответить в них же. Или же просто, опять же, пишите в Твиттер. В Твиттере я смогу каждому ответить. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. На этом мы заканчиваем наш репортаж с Коламбуса. И ждите нас из Швеции через несколько дней. Всем пока, до свидания.